Богатый предприниматель Дэниел Харрис никогда не плакал у могилы своего сына, пока не пришел этот пасмурный ноябрьский день. На кладбище Гринвуд в Сиэтле туман стелился между камнями, делая все вокруг холодным и чужим. Дэниел медленно подошел к белому мраморному памятнику, который посещал каждую неделю вот уже 3 года. Он положил букет белых роз и тихо прошептал имя сына — Майкл. Вдруг его взгляд остановился на мальчике лет 12, стоявшем у могилы. Рваная куртка, старые кроссовки, в руках потухшая свеча. Глубокий взгляд ребенка был знаком. Его глаза были того же цвета, что и у Майкла, а улыбка удивительно похожа. Дэниел замер. «Как это возможно?» Мальчик представился. Тим Брукс живет неподалеку. Лучший друг Майкла. Дэниел пытался вспомнить, звонил ли кто о нем. Искал записи в школе, но никто никогда не слышал имени Тима. В следующие дни Тим продолжал приходить, принося дикие цветы или рассказывая маленькие радости своей жизни, будто Майкл все еще рядом и слушает. Дэниел следил за Тимом, когда тот уходил, и обнаружил, что мальчик живет с матерью в старом жилом доме на окраине города. Женщина, Анна Брукс, была одинока после смерти мужа, работала на нескольких работах, чтобы свести концы с концами. Она рассказала, что Майкл и Тим встретились случайно 4 года назад в парке неподалеку от их дома. Они подружились, делились играми, заботой и секретами. Настоящая тайна раскрылась позже. Майкл и Тим на самом деле были сводными братьями. Тим был сыном Анны от короткого романа, и Дэниел, не зная об этом, рос с Майклом, думая, что он единственный ребенок в семье. Узнав это, Дэниел почувствовал, как рушится его мир. Но вместе с тем он понял, что любовь к сыну не делится. Она умножается. В один из дней Дэниел взял Тима в парк. Мальчик впервые улыбнулся без страха. Они кормили голубей, играли с мячом, а Дэниел понял, что любовь и доверие способны соединить людей даже через боль утраты. Позже они начали жить вместе, постепенно создавая новую семью. Анна устроилась на работу, а Тим обрел чувство принадлежности. Прошло несколько месяцев. Дом наполнился смехом, фотографии 2 братьев стояли на полках. Дэниел держал Тима за руку, глядя на небо Сиэтла. Семья строится не только кровью, но и сердцем. Любовь побеждает смерть и одиночество, а память о Майкле всегда будет жить среди них. Вот такая удивительная история, дорогие друзья. Напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.